Такой борзый карась отправляется домой. О, ох, хороший. Ты видел, как выложил, да, Игорек? Ай, карасик, красавчик, иди сюда. Блин, ребят, такой балдеж, сумасшедший. Вы только посмотрите, какой красивый карасик. Там большое. Это, наверное, карп опять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Посмотрите, что он делает. Блин, чтобы такая удочка выдержала, это большая рыба. Доброе утро, дорогие друзья. Мы на канале Катя Рыбалка. Сейчас 5 утра. Скажу вам честно, вообще не выспалась. Вчера на рыбалке была весь день на пешеходной. Приехала домой почти в 10 вечера, поспала пару часов. И вот уже я в таком маленьком озере буду сегодня ловить на поплавок карася. Минимальный набор снастей с собой. Удочка, подсачек. Там в сумочке сами поплавочки. Килограммчик кашки, маленькая ведерко и маленький стульчик. Вода чуть подцвела. В сопровождении жабьего ансамбля начинаем разбираться. В прошлой рыбалочке есть снасть. Хорошая. Чего ж добру пропадать. Кстати, ребят, хочу такой момент заметить. Просто жабы не сильно хотят, чтобы я вам рассказывала. Помните, у меня есть видео, короче, удочка сложилась. Но там не вина удочки была, то была моя вина. Дала отрицательный угол. Блин, ребята, у меня руки уже устали, я не могу его поднять. Просто не могу оторвать. Блин. Я в шоке. О, ты шо? Это была вот эта удочка, флагман. И хочу вам сказать, что у компании есть сервис свой. И вот те кольца, те колени, которые были сломаны, на сервисе мне заменили. Поэтому, если у вас из продукции флагман что-то сломалось, вы обратитесь на сервис. И я думаю, что вам, так же, как и мне, помогут с этой проблемой. Так, ребят, глубину вымеряем. Я сейчас иду на микрофон, потому что я сама себя из этого жабьего хора не слышу. Так, ну место лова будет здесь у нас. Примерно, да? Да, сейчас. Надо чуть-чуть больше глубины. Озерцо хоть очень не маленькое, но глубины тут хватает.
Из наживки у меня сегодня с собой червяк и опарыш. Блин, так хочется этих жаб прогнать отсюда. Давайте. У нас голова уже квадратная. Ужас просто какой-то. Больше рыбу распугаю. А жабы возвращаются. Так, сейчас сразу закинусь на удачу. Вот. Червяк и опарик. А там потом закормлюсь, пока замешается кашка, пока она постоит немножко. Может быть, повезет и рыбка клюнет. Сейчас я покажу, как я одеваю червячка. Реально проверенная схема, так ловится карасик лучше. Смотрите, берем червячка на крючочек, да, и начинаем его насаживать гармошкой. Раз, раз. Раз. Вот так, чтобы кончик висел. Пока попробуем на одного червячка половить, потом будем комбинировать. 1, 2, посмотрим. Еще не знаю, как сегодня будет рыбка отзываться. Но посмотрите на этих жаб. Ну, не хотите отсюда уйти, реально. В чем прикол вот такой вот насадки? Видите, хвостик червячка висит, карасик начинает его всасывать. И уже у нас на крючочке оказывается. Раз. Ну вот. А что это было? Сразу поклевка, прикиньте, поплавок утащила. Может быть, я задела просто удочку, но вроде нет. Сейчас я на камере пересмотрю. Удочка заброшена. Замешаю кашки. Я с вами много каши не брала, потому что у меня сегодня такая пешеходная рыбалка. Кто следит за моим инстаграмом и Сашиным, то вы знаете, сейчас Саша на соревнованиях, он уехал с нашей машиной. Поэтому вот такой минимальный набор, стульчик на плечо и пешеходная рыбалочка. Сейчас замешаю кашки. Взяла сегодня вот такую гранд-серию, разработанную моим другом Алексеем Пугачем. Классная кашка, хорошо работает. Уже проверяли ее, как говорится, не раз. Здесь это типа премиальная серия у флагмана. Здесь и зерновые есть в ней. Очень вкусно пахнет. Жабы, я вам не дам ничего. Вот я их гоняю, они все равно приходят. О. Такого ведра, как у меня сегодня, кстати, от прикормки Баунти, как раз от Red Halibut пелится. Хватит. Не выбрасываем мусор, складываем и забираем с собой. Так, и добавлю антарктического криля. Это универсальная добавка для мирной рыбы, для карася, для карпа, для амура, для всех. Она никогда не будет лишней. Она дает такой пищевой сигнал. И на килограмм, допустим, корма я беру вот такую вот 100-граммовую упаковочку. Единственное, что, обратите внимание, если будете покупать муку криля, вот так выглядит пачка, интеркриль. Это очень хорошая мука, качественная. Так. Сейчас чуть-чуть увлажним. Снова я без перчаток. Ну, что поделать. Как бы сейчас не грохнуться. Сейчас я в сухом виде перемешаю, чтобы уже легче было. Еще можно увлажнить чуть-чуть.
после 2 дней спиннинговой рыбалки, после ходьбы у меня ноги так болят, так гудят. Как раз самое оно сейчас сесть себе на стульчик и посмотреть на поплавок. А если еще и поймать рыбки, то вообще просто было бы великолепно. Так, ребята, все, пускай кашка чуть-чуть настоится, и будем делать закорм. Сразу все выкармливать не буду, по чуть-чуть. Прям на сам поплавочек буду кидать. Я думаю, вот так. Вот здесь. Оп. Так, и вот на то место, где у меня поплавочек, сейчас пару шариков корма. Ровно на поплавок. Опа. Ой, это что такое? Видно, очень какая-то мелкая рыбка, потому что сразу же вот хватает поплавок на лету. Ну, это не очень хорошо, конечно. Не, хорошо, что клюет, но если такая маленькая рыбка, я хочу, чтобы карасик подошел, он нам не будет мешать сейчас. Крючок у меня довольно-таки крупный. Для карася это нормально. Вообще никаких проблем. Даже небольшого карася ловила с таким крючком. Вот червяка полностью стянула, но рыбка не засеклась. Такие я права. Здесь много мелкой рыбки. Может, какая-то плотвичка, я не знаю. Или красноперка. Ребята, реально голова квадратная. Это рыбалка в жабе и брачный период. Это просто, конечно, ужас. Все, это уже видео 18+. Есть. Ух ты. Это карасик. Это хороший карась. Слушай. Прям это очень хороший карась. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Ух ты. Хорошо, что взяла с собой подсаку, потому что прям очень хороший карасик, реально. Смотрите, как удочку. Это ультралайтовая удочка, но выгибает ее знатно. Ух ты. Ха-ха, класс. Блин, такое удовольствие сумасшедшее. Вот, ну, обычная баллонка не сравнится с удочкой без колец. Слушайте, прям ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Не могу поднять его, ничего себе. Это какой-то карась-монстр. Здоровый, блин. Ладно, мы его выгуляем, раз не хочет сдаваться так быстро. Мы его выгуляем. В куст идет. В куст идет. Хочет оборваться, наверное. Блин, о, все, зашел в куст. Сейчас я его не достану. А, это карп. Это сазаневич маленький. Вот чего он такой сильный. Это не карась, ребята. Это сазан. Ого. Я думала, это здоровый карась, а это сазанчик. Ну, тогда понятно, почему такое сопротивление сумасшедшее. Так, дружище. Ты сильный. Я знаю. Давай, давай, погуляем еще. Я рада, что удалось из куста его вывести. Он прям под эти ветки, я вам сейчас их покажу. Прям под них завел.
Очень сильный. Блин, дикий. Вообще не сдается. Так. Не. Еще рано в пацак его брать не хочет. Устал. Я вижу, ты устал. Блин. Сюда. Оп. А, сейчас. Ох ты! Есть, друзья, есть. Смотрите. Смотрите, какой Сазаневич. Это карп. Наверное, килограммчик, 1,5 даже. У меня нет с собой весов. Вот такой старт мне нравится. Блин, такой кайф на ультралайтовую удочку маховую. Не могу вам передать просто. Ребят, он бы в жизни не сошел. Смотрите, где у него аж крючок. Это вот он жадно зажрал червячка. Просто. Фух, друзья, такой адреналин, такой кайф. Ушатать такого Сазаневича. Просто. На такую маховую удочку лягусенькую. Вот это я понимаю, доброе утро. Я уже забыла, что я не выспалась. У меня уже все хорошо. Продолжаем. Подарил сумасшедшие эмоции просто. Посмотрите, какой красавец. Чистый. Отправляется домой. Ребят, на дворе хоть и лето, но сейчас погода в начале лета вообще непредсказуемая. Я смотрела, сегодня по прогнозу должен был быть дождь. Но по факту, слава богу, пока что нам везет. Хочу вам сказать, вот такой у меня дождевик новый появился, Carpe Diem. Он очень недорого стоит, он как курточка, видите, идет. Но здесь мембрана, вот. Я взяла себе на случай дождя. Если вдруг начнет моросить, я останусь сухая. Одеваем свежего червячка. Да, такой, кстати, метод насадки карпу тоже нравится. Крючки очень острые. Это форма White Gape. Компания CarPro делает. Ну, не только CarPro, но я конкретно пользуюсь White Gape от CarPro. Ни одной рыбы еще у меня с него не сошло. Ни одной. Все, вот такую вот вкусняшку. Блин, жабы, это просто, я не знаю, это невозможно. Что с ними делать? Они ничего не боятся. Вообще ничего. Я тут пыталась их подсаком разгонять. Им все равно, просто все равно. В детстве я обожала ловить жаб. Брала у папы подсак. Или ведро еще у меня было. Опа! Ловила жаб. И вы даже не представляете, что мы с ними делали. Давай, теряйся. Мы их ели. Знаете, как во Франции есть жабьи лапки, лягушачьи, точнее, лапки, типа это лакомство, все. Мне папа сказал, что это вообще французское лакомство. И вы знаете, я не знаю, ну, можно ли их вообще есть, но наши обычные украинские жабы и их лапки очень вкусные. Испробовано 100%. Смотри, точно карасик. Это 100% карасик. Смотрите, как легко и просто. Выложил поплавочек. Классическая поклевка. Смотрите, ну, слушайте, такой приятный карасик. Вот. Такая рыбалка мне подходит.
Друзья, я рыбу ловлю, и я ее отпускаю. Очень редко беру домой. Это в основном карась, если я беру домой. Но 90, наверное, 9,9% случаев я рыбу выпускаю. И вас прошу делать то же самое, чтобы мы приходили и ловили ее снова. Кстати, вчера при мне человек на диком водоеме с 3 не уходит. О, все. Поймал щуку, такую 3 килограмма, не меньше. И выпустил ее. Я прям в шоке была. Я очень редко встречаю обычных рыбаков на диких водоемах, которые выпускают рыбу. В основном то, что я видела, все торбят столько, сколько поймают. Ребят, чуть докормим. Видите, рыбка подошла. Нужно, чтобы не уходила. Что-то не то. Запутался. Чуть-чуть. Ого, ого, а там рыба, представляешь? Там большое. Ты снимала эту поклевку? Класс. Видел, он как бы его приподнял и просто вел настолько равномерно, что я подумала, что мелочь. А тут что-то большое, что-то очень большое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой, это больше предыдущей рыбы. Это, наверное, карп опять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите, что он делает. Блин, чтобы такая удочка выдержала. Это большая рыба. Это карп, да. Это карп. Удочка просто ультралайтовая. Она мощная вообще. Она как бы может выдержать рыбу. Но все равно у таких махалочек есть свой лимит, скажем так. Так, чтобы без всяких отрицательных углов я уже обучена. Ничего не могу сделать. Просто я не могу ничего сделать. Я надеюсь, что мне удастся его уморить, и он сдастся. Давай, иди погуляй еще, давай. У меня есть время, я никуда не спешу. Ух ты. Ух ты. Эти сазаны, они вообще, они как, у них как будто бы мотор там приделанный. Очень сильные и очень долго они сдаются, вообще не устают. Это я его подняла, он сейчас кислорода хапнул, должен, по идее, подутомиться. Но видите, он раз и сразу же пытается на дно идти. О. И в кусты свои любимые, и в кусты. Что же вы туда сразу в кусты хотите, а? Умная рыба понимает, что там можно оборваться. Подсдался, сейчас мы его достанем. А нет.
Ой, перед подсаком развернулся. Сейчас. Опа. Давай. Ого. Да, этот побольше. Фух. Блин, ребята, у меня крепатура будет завтра. Да, этот уже под двушечку такой. Этот под двушечку, смотрите. Какой красавец. Такой же красивый, чистый. Давай, красавчик. В родную стихию. Что, устал бороться со мной? Сейчас это идет и уйдет. Ребят, ради интереса, вот просто ради интереса попробую опарыша. Вот видите, на червячка клюет, чтобы для себя, для понимания, будет ли ловиться на опарика. Вот так вот. 3 штучки. И сейчас поглядим, будет ли у нас рыбка. Ну, мелочь дзёбает однозначно. Как и червячка, опарыши тоже дзёбают. А будет ли какая-то серьезная рыба? Мелочь просто не может крючок этот взять, понимаете? Это одна из причин, почему я ставлю большой крючок. Если я целенаправленно собираюсь ловить красноперку, плотвичку, то я, соответственно, ставлю маленький крючочек. Ребята, озеро, по сути, маленькое болото вообще. Это секретное место, нам подписчики Саши его сдали. Я только не понимаю одного, почему со всего болота, жабы на том кусочке, где вот выкошено. Почему? Там их не слышно с той стороны, они только вот здесь. Тут место для рыбалки подготовили, а не для вас. В общем, ситуация с опарышем следующая. Мелочь его долбит, но ни карась, ни как карп не берет его. Блин, замешкалась. Ребят, мелочь просто не дает покоя. Я даже не могу понять, что это за рыбка, потому что так ни одну и не достала. Я решила червячка прикрыть одним опариком, чтобы этой мелочи было сложнее сбить червя. И сейчас, наверное, сразу же, у меня последний шарик прикормки остался. Ого, вот оно что, поймалась. Наконец-то я поймала то, что не дает мне тут покоя. Вот, есть, наконец-то. Это карасик. Это карасевич. Фух, ребята, я уже, честно, потеряла всю надежду на то, что я поймаю рыбу, потому что мелочь просто до такого состояния достала, съела у меня полбанки червя, а тут награда пришла. Это награда. Вы только посмотрите, какой красивый карасик. Просто супер.
И он даже, ты даже не представляешь, насколько я рада тебя видеть. Прости, дружище, эти крючки очень цепкие. Я не знаю, с этого крючка просто у шанса нету рыбы. Я вам серьезно говорю, попробуйте. Они недорогие. White Gay под Карпро. Ссылку вам под видео оставлю. Вот такого красивого карасика отправим обратно. Я очень-очень хочу поймать сегодня много карасей. Ребят, радует одно. У меня здесь была война с жабами. Тут пацаком с ними дралась. И в итоге хор переехал туда. Я надеюсь, там они и останутся до конца рыбалки. Все равно очень громко, но тут настолько стало шумно, что мы вот с помощником, с Игорьком, друг друга просто не слышали на расстоянии пару метров. Что это, мелочь или карасик, а? Что ты думаешь, Игорек? Я думаю, мелочь. Но это сейчас выложит, будет хорошо. Или вот так вот потопит. О, карасик. Карасик. Ух ты, хороший карась. Этот хороший очень. Опа. Этот очень хороший. Такой пузатенький, наевшийся. Что он тут кушал? Нашу кашку, как ты думаешь? Смотри, какой пузатый. Класс. Очень нравится такая рыбка. Обожаю ловить карасиков. Моя самая любимая рыбалка на поплавок, именно на карасика. Я вообще люблю рыбалку всю, но с детства как-то поплавок и на расслабончике себе сидишь, рыбка поклевывает, природа красивая. Бомба. О. Хороший. Хорошенький. Чуть ли не нападение взяла. Я только поплавок упал, я уже подумала, опять мелочь, знаешь. Ты смотри, с подсачка слинял. Класс. Очень много карася здесь, очень много. Главное как-то избавляться от этой мелочи, которая задалбывает страшно. Опа. Так, где жаба? Давай мы карася в тебя пульнем. Промазала. Сейчас будет опять новая война. Получается, одна жаба подплывает, начинает созывать у них брачный период. И подтягиваются остальные. Я поняла. Я их разогнала. Только одна подплывает, начинает орать. Нужно сразу же ее... И вон еще одна подплыла сразу. Все. И будет тишина. Потому что они вообще не боятся. Просто не боятся того, что я рядом нахожусь, там только до рыбу тяну. Вообще пофиг. Их даже пацака берешь, перекидываешь, а они никак не реагируют. А нам карасиков ловить надо здесь, а не жабий хор слушать. Ох, хороший. Ты видел, как выложил, да, Игорек? Ай, карасик, красавчик, иди сюда. Блин, ребят, такой балдеж, сумасшедший. Птички поют, карасики клюют, иногда карпики влетают. Просто божественно. Бомба.
Только 7 утра, а уже сколько рыбы поймали? Ну, мы с 5, получается, 2 часа на воде. 8. Уже 8? Вот. Вот, пожалуйста, время на рыбалке летит незаметно. Вот вам. Только что спросила у тебя, ты сказал 7, видишь? Ребят, я уверена, что мы сегодня поймаем много карасей. И видите, карпики влетают. Со мной помощник мой Игорек. И он для вас снимал это классное видео. Но у нас с собой есть вторая удочка. Я думаю, что Игорек тоже заслужил порыбачить. Поэтому снимать некому. Да, да. Вам воздушный поцелуй. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ну, мы продолжаем рыбачить и желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи на воде. Всем пока.